Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и давайте-ка порассуждаем по поводу того, является ли Star Citizen финансовой пирамидой или же нет. А обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Ну что у нас получается? 600 миллионов долларов было вложено в данную игру. Не единомоментно, конечно же, а на протяжении 10 лет. Эти деньги тратились на найм персонала, обучение персонала, на офисы, на рабочие места, на все это производство, на рекламу и так далее. И это показывает то, что люди действительно верят в этот проект, а не то, что это какая-то там финансовая пирамида, которая там что-то там делает. Люди верят, люди несут деньги. 10 лет делают игру. Это не студия, которая имеет сразу гигантские средства и единомоментно там за 5 лет выпускает готовый проект. Начиналось все на Кикстартере изначально, плюс не забывайте то, что они еще судились по поводу движка, да и такой игры, собственно, не было раньше с такими масштабами. Поэтому выходит то, что 10 лет как-то кое-как оправданы. При этом они делают не одну игру, а две. Они делают еще Squadron 42. И еще не выпускают его. Но он, судя по тому, что говорилось на Ситисконе, уже готов и находится на стадии полировки. Они хотят, чтобы их проект, чтобы их продукт был полностью готов и вылизан максимально, чтобы не было как на старте того же самого Киберпанка. Да и вообще, нынче игры в геймдеве делают довольно странным образом то, что оно полурабочее на старте в плане оптимизации и прочего. Новые корабли, которые вводятся, купить, конечно, за внутриигровую валюту нельзя. Но остальные корабли за внутриигровую валюту купить можно. Плюс, допустим, выходит в каком-то обновлении, грубо говоря, корабль, и только со следующего вы сможете купить за внутриигровую. Нет, вас не разводят на деньги. Нет, таким образом они просто питаются финансово, подпитать свой проект, чтобы люди, которые готовы пожертвовать деньги на разработку данного продукта, сделали это и получили некие бонусы. При этом эти бонусы — это не какая-то там имба. Люди потом смогут сами купить этот корабль. Есть, конечно, исключения, вроде Джевелин. Если у вас прям горит жопа от этого, то что ой-ой-ой, корабли еще не вышли в игре, но они уже продаются на сайте, не покупайте. Не покупайте. Не покупайте продукт, который является еще концептом. Вайпы, которые происходят в игре, конечно, не очень приятные, но это происходит не потому, что они хотят развести вас на бабло, а происходит потому, что загрязняются базы данных. Отдельное видео на канале есть по этому поводу. Так что как бы тут, ну такое. Но при этом вайпы у нас происходят не так, чтобы часто. Не каждый месяц. И не с каждым последующим обновлением. Прежде чем ввести что-либо в игру, хоть игра является сейчас в состоянии альфа, они еще на отдельном альфа сервере тестируют все, прежде чем ввести, чтобы не повторить ошибок, которые были, скажем, ну вы помните, наверное, как стартовала Elite Dangerous Odyssey, какой там кошмар был, как нам, грубо говоря, врали фронтиры, показывая геймплейные трейлеры, то, как они спускаются на наземную базу, как они заходят внутрь, как все у них прекрасно, как ничего не лагает и что было у людей на старте. И очень часто вы могли слышать то, что финансовая пирамида не играет, это лохотрон, это МММ 21 века и прочее. Вот вам определение финансовой пирамиды прямо с Википедии. Финансовая пирамида — система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. Ребят, ну как бы мы получаем деньги за то, что купили игру? Да не, это же бред. Что-то мне кажется, эта игра у нас будет попопулярнее, нежели Elite Dangerous. Опираться можно на различные вещи, но самое показательное будет то, что происходит на стримах. На Твиче, где прям показано, сколько людей сейчас смотрят данную игру, сколько людей на трансляцию у одного, у второго, у третьего, да и в итоге сколько людей посмотрело трансляцию. У Star Citizen вариант получше. Не стоит забывать то, что игра у нас находится в альфе, и даже если у вас будет топовое железо, вы можете не ощутить 60 кадров, скажем, в 2К на Лорвилле. Такое тоже может быть, да там даже стены продуваются. Проблемы сервера могут затрагивать не только лаги и баги из серии то, что вы не можете паркануться, не можете встать с кровати и еще какие-то проблемы. Они также распространяются и на производительность игры. Плюс Крис Робертс у нас не просто человек из ниоткуда, который «Ага, давайте-ка я сейчас сделаю вам игру». Нет, человек является вроде как даже геймдизайнером, потому что он приложил свою руку к созданию 3 целых игр про космос. Это у нас Wing Commander 1990 года, Privator 1993 и Freelancer, который мне даже рекомендуют попробовать на стримах. Так что не стоит забывать об этом. Опыт у человека в плане производства игры имеется.
При этом он не только делал игрушки, он еще является продюсером и сценаристом, и он даже приложил руку к созданию фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем. А участие, судя по Кинопоиску, было вообще в 15 картинах. Обещание на Ситисконе. Твою мать! 28 часов показывать просто то, что будет введено в 2024 году. Ребята, это воистину прекрасно и круто. Вот так и должны показывать разработчики, что у нас будет, что мы делаем и так далее. А не как делают фронтиры, жуя бумагу у себя на стримах, рассматривая различные окраски, не вводя ничего нового на протяжении... Ну, как стартовала Одиссея примерно. Что-то прям... Ну, конечно, было новое оружие, которое антиинопланетное, только это старое, но с гайками, ну и так далее. Ну, грустно. Грустно то, что Элита не может, а Star Citizen может. Там даже будут животные. При этом не только коровы, но еще и даже летающие киты в газовых гигантах. Я не знаю, стоит ли делать видео по поводу того, что нас ожидает в 2024 году, опираясь на информацию по Ситискону. Напишите об этом в комментарии. Активность разработчиков с комьюнити и в социальных сетях. Да блин, даже вон на их YouTube-канале частенько выходят различные видео, а то, как они подходят к созданию трейлеров кораблей, при этом очень хорошо поставленные трейлеры, я просто в шоке, ребят. Фронтиры такого не делают. Фронтиры рассматривают раскраски, ведут свои непонятные стримы, где обсуждают непонятно что, при этом как бы и количество этих стримов у фронтиров уменьшилось, так что, ну, сами видите. Кто действительно любит свой проект, а кто просто и так схавают. Теперь давайте посмотрим на все это с другой стороны. 600 миллионов долларов. 60 миллиардов рублей. Киберпанк там вроде стоил в разработке 350, что-то такое. GTA-шка и то меньше, Red Dead Redemption вроде меньше. А на деле это уже вышедшие игры. А здесь мы видим лишь только альфу с ее обещаниями, то, что она когда-либо выйдет. И то неизвестно когда. 10 лет они делают эту игру. И что мы за 10 лет имеем? Пачку кораблей, одну систему, 4 планеты, спутники вокруг нее. Ну, за 10 лет можно было сделать и больше. Не могут выпустить Сквадрон 42. Столько денег на него было впихано. Большое количество людей над ними работало. Даже были актеры приглашены, включая того же самого Гарри Олдмана. И Люка Скайуокера, я забыл его имя, вроде Марк Хэмилтон. И что-то как-то пока не вышло. Но вот скоро уже выйдет, да. Наверное. Уже почти готово, да. Но еще не вышло. Корабли продаются за реальные деньги. Окей, хорошо, я соглашусь. Стартовый пак стоит относительно недорого, но не стоит забывать то, что еще курс, все дела, все зарабатывают по-разному, доходность населения разная, но все же. Корабли по 250, по 300 долларов. И того еще больше. Там Джавелин вроде 3000 долларов. Ребят, это до хрена что-то как-то. Это прям очень много. Вечно происходят вайпы. Да, они происходят не каждый месяц, но они происходят. И люди то, что нафармили корабли, деньги, различные там костюмы и прочее, все слетает к чертям, и остается лишь только тот стартовый пак, который вы купили за реальные деньги. То есть человек, допустим, купил себе в игре Андромеду. Потом у него Андромеду забрали, и он такой: бля, а может мне купить Андромеду за реальные деньги, так сказать, и вложить в разработку игры? Ну, как будто специально подстегивают к покупке кораблей за реальные деньги. Очень долгая разработка, чего бы того не было. Что сервер-мешинг, что другие системы, что и та же самая система Пира. И, кстати, не все еще могут попробовать новый контент, который не тестируют. Для этого вам нужно, ну, если вкратце, задонатить. Хотя бы раз. Ну, или совершить покупку. Плюс еще в зависимости от того, какой у вас ранг, будет и разная очередь. Найду эту картинку из предыдущего видео, если не забуду. Ну и классика, это финансовая пирамида, вы ничего не получите, игра не выйдет, вас всех обманывают, это долгострой, его невыгодно выпускать, потому что если выпустится, он не будет приносить такие деньги, как приносит сейчас людям, которые занимаются разработкой данного проекта, поэтому это никогда не выйдет, и с вас будут доить деньги вечно, всегда.
Никто в это не играет, никому это не нужно, никому это не интересно. Да, только прикол в том, что было собрано много денег путем покупок этой игры. Только прикол в том, что возврат вы сделать не можете, как это можно сделать в Steam. Все играют, конечно же, в Элитку, в No Man's Sky и в X4 Foundation. Хоть X4 Foundation вообще синглплеерная игра. А No Man's Sky, да, и Элитка топ. Системные требования, которые написаны у разработчиков на официальном сайте. Это просто какой-то непонятный высер, шутка, я не знаю. Это просто кошмар. С таким я не знаю, как вообще можно запустить эту игру. Плюс я записывал видео касательно системных требований, и там совершенно другая информация, которую мне порекомендовала даже та самая нейросеть. Ну, там железо помощнее, плюс вы так сразу на сайте у них не найдете такую штуку, как телеметрия, где показано, какой FPS и какое железо у людей. Странно, не правда ли? Как будто, да, ты можешь играть в эту игру на слабом железе, занеси нам только денег. Да, Крис Робертс, талантен во всем, оружейный барон и так далее. Да блин, раз в год и палка стреляет. Вы смотрели фильм «Викинги против пришельцев»? Ребят, ну это кирдык. Ну, про остальные 15 фильмов я вообще молчу. Я, правда, их и не смотрел, наверное. Да, там был Ситискон, все остальное показали красиво, но это одни обещания. Нам обещают, делают инфоповод, рассказывают, как все будет прекрасно, великолепно, суперское и вот это вот все. И все это для того, чтобы привлечь еще больше денег, чтобы еще больше людей купило, чтобы у них было больше денег, чтобы проект дальше строился, и еще раз строился, чтобы получать еще раз деньги. Да, у них высокая активность в социальных сетях, на Ютубе и так далее. Конечно, им же это выгодно. Им выгодно сделать хороший трейлер корабля, который будет введен. Показать, какой он просто наикрутейший, как он накручивает, настреливает, наворачивает и прочее. Для чего? Чтобы продать это. Чем больше инфоповода они сделают, тем больше людей узнают про этот проект, тем больше людей заинтересуются данным проектом. И из всех этих людей кто-то еще докупит. Так что вот как-то так. Я, правда, уже не знаю, что думать. Все максимально неоднозначно. Я чего-то не понимаю или где-то не прав. Напишите об этом в комментарии, потому что, у меня складывается очень такое, знаете, двуликое впечатление об этом проекте. При том, что как бы я еще поигрываю в Элитку, и в No Man's Sky я играл, а в эти игры я вообще пришел с 2012 года, играя в онлайн по 20-й. И как бы я не знаю, как к этому относиться, потому что любой аргумент, на него я могу дать контраргумент. Но при этом у меня такое ощущение, что я уже сам начинаю оправдывать проект, который мне понравился из-за красивой картинки. И, друзья, я правда не знаю. Подскажите в комментарии. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, ну и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.